Уважаемые друзья, подписчики, коллеги, читатели моей новой книги «Китайская власть», подписчики моего телеграм-канала, YouTube-канала. А сегодня будем говорить о том, насколько Россия зависима от Китая. Правда ли это, что, как пишут в западных СМИ, Россия чуть ли не является вассалом, зависимой от Китая страной? И почему Россия и Китай, вопреки реально очень глубокому сотрудничеству, не объявляют открытый военный союз, а ограничиваются очень дипломатичными формулировками в этом отношении. Ну и действительно, вопрос о том, насколько Россия зависима от Китая, он будоражит до сих пор, к сожалению, нашу общественность. Разные СМИ, блогеры говорят о том, что Россия полностью идет в фарватере китайской политики, чуть ли не младшего партнера играет роль. Часто это мы слышим в западной пропаганде, в западных СМИ. И вот уже некоторые блогеры, например, такой блогер с неоднозначным бэкграундом Максим Шевченко, он уже договорился до того, что на Украине возможная война России и Украины, она будет в интересах Пекина, и это Пекин подталкивает нашу страну начать агрессию в отношении братского народа и начать кровопролитие именно в чужих интересах. То есть происходят уже невероятные вещи. Блогеры социалистической ориентации говорят нам на западный манер, повторяют западную пропаганду. Ну и действительно, так ли это? Давайте попытаемся разобраться. Есть ли китайская экспансия? Зависит ли Москва от Пекина? И действительно ли мы играем на руку Пекина? И есть даже такое мнение, что Китай ударит нам в спину, как только мы начнем какую-то операцию на Украине, на Западе. И действительно об этом очень много говорят именно украинская пропаганда. Очевидно, что это государственная программа в рамках военной программы и доктрины Украины и так далее. И начнем с неоспоримых фактов. Во-первых, о зависимости и о присутствии китайцев в России. За все 30 лет российские паспорта получили только 30 тысяч китайских граждан. То есть китайцы, этнические китайцы стали гражданами России в количестве 30 тысяч человек за все время от новой России более чем 30 лет. При этом это число мы его должны сравнить с количеством китайцев, проживающих только в пограничных, подчеркиваю, районах с Российской Федерацией. Речь идет о провинции Хэйлунцзян, о внутренней Монголии и о Синьцзяно-Уйгурском автономном районе. Так вот, количество китайцев, которые проживают на этих территориях, составляет 100 миллионов человек. Любому здравомыслящему человеку понятно, что количество китайцев, переехавших жить в Россию на постоянной основе, речь не идет о туристах, которых сейчас практически не видно из-за ковида. Так вот, если сравнивать эти 30 тысяч человек с 100 миллионами только пограничных жителей китайских территорий за 30 лет, то мы понимаем, что речь даже не идет о проценте, и речь даже не идет об 0,01 промилле. Речь идет о 0,03 промилле. То есть это даже не какая-то величина, не статистическая погрешность, а я бы сказал, что это факт крайне неприятный для Российской Федерации, что китайцы не только не стремятся переехать в Россию, не только не стремятся ее ассимилировать, а пренебрегают Россией и вообще, я бы сказал, как-то негативно относятся к вопросу о переезде в Россию и жизни в России. Но, тем не менее, пропаганда западная, она работает активно, она работает с этим уже более 100 лет. Миф о желтой угрозе еще Вильгельм II развивал для того, чтобы укрепить союз России и Германии со своим родственником Николаем II. Живучий миф, несмотря на то, что реальные факты говорят об обратном. И
говорят эти факты не только о отсутствии миграционной экспансии. Какая уж там экспансия, это просто какая-то даже стыдная для России величина, что китайцы совсем не хотят в России жить, но речь идет и об отсутствии какой-либо экономической экспансии. Вот совсем недавно Центральный банк России опубликовал доклад, где изучал иностранные инвестиции прямые в Россию, и на долю Китая в этих инвестициях пришлось всего лишь, внимание, 0,4%. То есть речь идет о том, что китайцы в прошлом году вложили в Россию менее 0,5% от всех иностранных инвестиций. Конечно, в первую очередь в Россию вкладывает ЕС. Но говорить о том, что Китай осуществляет экономическую агрессию в отношении России, вкладывая 0,4% в российскую экономику, скупает ее активы, мягко говоря, тоже не получается. Тоже крайне низкий показатель, я бы сказал, показатель неудовлетворительный для всех наших ведомств, исполнительных органов власти, нашей экономики, который показывает, что Китай абсолютно не вкладывает в Россию. Даже если мы учтем, во внимание примем фактор сильной теневой китайской экономики, что китайцы делают все чужими руками, и увеличим, предположим, что этот показатель в 10 раз больше, в 20 раз больше, то речь все равно идет о очень скромных величинах, 4-8%. То есть говорить о том, что Китай скупает Россию, не приходится. Китай избегает Россию, это очевидный факт для всех специалистов внутри отрасли, но почему-то на уровень большой государственной пропаганды эти факты не выходят, и западная пропаганда, пользуясь разными страхами, которые сложились 60 лет назад у россиян, у поколения более пожилого, пользуется этим и распространяет свои мифы. Ну, чтобы сравнить, сколько Китай вложил в другие страны, в прошлом году Китай вложил 163 миллиарда долларов по всему миру. На Россию приходится показатель порядка нескольких сот миллионов долларов. Это критически низкий показатель. В 10, в 20 раз больше Китай вкладывает в страны Европейского Союза, в Соединенные Штаты. И уж если говорить об экономической агрессии, то это США и Германия. Вот те страны, где Китай осуществляет экономическую, реально спланированную экономическую агрессию, скупает активы и создает лобби, мощное лобби прокитайское в США, в Германии. И именно в связи с этим была связана политика Трампа и даже публичное заявление Меркель о противодействии китайской экономической агрессии. В России, к сожалению, Китай не вкладывает практически ничего, и экономическая агрессия, она остается только на полосах газет, СМИ враждебных и людей, мало знающих о Китае. Третий показатель, о котором часто говорят, это большой внешнеэкономический оборот, торговый оборот России и Китая. Действительно колоссальная величина, 107 миллиардов долларов США. Китай уже многие годы является крупнейшим торговым партнером Российской Федерации. И может быть вот здесь вот как раз и скрывается та самая экономическая агрессия и привязка России к Китаю, к его торговле, влияние, которое можно осуществлять через взаимную торговлю. Но если мы посмотрим, действительно сравним с Германией, товарооборот порядка 41 миллиарда долларов в прошлом году был зафиксирован. Действительно более чем в 2 раза больше, 2,5 раза больше, чем с Германией. Но если мы будем сравнивать посмотрим, сколько у России общий оборот, он порядка 600 миллиардов долларов, 570 миллиардов в прошлом году, немножко сократился, в целом где-то около 600 миллиардов долларов, то Китай занимает только 1/6 товарооборота России со всем миром, то есть около 15%. Тоже очень сложно говорить, что страна, с которой торгуем на 15%, влияет нас критически. Ну, например, страны Евросоюза, включая Германию, в 2 раза больше, чем Китай, 220 миллиардов долларов. То есть если говорить о том, кто оказывает критическое влияние на Россию, это логично, для всех специалистов это очевидно, это Европейский Союз.
Китай оказывает влияние в 2 раза меньше, чем Европейский Союз. Говорить о том, что здесь есть какая-то суперзависимость, что Пекин будет влиять на Москву и так далее, ну, мягко говоря, рановато. В ближайшие 10, 20, 30 лет это слишком вопрос из области фантастики или из области психиатрических заболеваний. К сожалению, такое бывает имеет место быть. Что касается поставок нефти, газа в Китай, было очень много разговоров среди враждебной пропаганды в прозападных СМИ о том, что Сила Сибири будет поставлять газ дешевле, в убыток России, что это есть показатель зависимости Российской Федерации от Китая. Но мы сейчас видим официальные данные, поставляется по мировым ценам и даже выше иногда, чем в Европу. Сложная схема ценообразования, тем не менее, говорить о том, что мы работаем все в убыток, нельзя. Очевидно, также это и с трубопроводом Восточная Сибирь, Тихий океан. Он не зря так называется. Нефть идет не только в континентальный Китай, но и порты на Дальнем Востоке. В частности, нефть идет и в Китай, и в Японию, и в Южную Корею. Тоже говорить о зависимости в отношении Китая не приходится. И везде точно такая же ситуация в других товарных группах. И, как мы видим, ни миграционная, ни торговая, ни инвестиционная, не говоря уже о политической зависимости, не существует. И если мы начнем, например, даже анализировать товарооборот, может быть, он идет в юанях, может быть, мы переходим на юань. Нет, товарооборот, который проходит в юанях, исчисляется считанными процентами. Все остальное это доллары и евро. И даже сейчас уменьшается роли доллара в товарообороте, но растет роль евро. Говорить о том, что мы становимся более зависимы от Китая, нет, скорее всего, мы становимся более зависимы от евро в росте нашей торговли с Китаем. Это очевидные факты, против которых не поспоришь. И если мы будем реально смотреть на ситуацию, а как у Китая, например, с Вьетнамом торговля строится, с Южной Кореей, с Северной, с Японией, с Индией, другими государствами, то мы придем к выводу парадоксальному и вообще очень удивительному на фоне этой оголтелой антикитайской пропаганды. А вывод очень простой. Россия не только независима от Китая, она является самой независимой среди пограничных с Китаем стран, самой независимой в экономическом, политическом, культурном и инвестиционном плане государством. И с этим очень трудно поспорить. У всех пропагандистов, которые доказывают, что Россия зависима от Китая, абсолютно нет никаких фактов. Они апеллируют к эмоциям, к страхам, к незнанию фактов самых примитивных, элементарных российско-китайских отношениях. Но мы пойдем дальше этого вывода, и мы будем говорить не только о том, что Россия наиболее независима из всех государств, которые окружают Китай в экономическом, миграционном, культурном и политическом плане, но мы скажем больше. От России Китай зависит сильнее, чем от других государств вокруг него. В случае обострения экономических отношений, в случае обострения геополитической ситуации и дальнейшего ухудшения китайско-американских отношений, у Китая начнутся экономические проблемы с Японией, Южной Кореей, Тайванем, с целым рядом государств Юго-Восточной Азии, с поставками нефти, они могут быть блокированы по морю, с поставками каких-либо товаров в Европу, а Европа в этом году стала самым крупным торговым партнером. Китай стал для Европы самым крупным торговым партнером, США осталось на 2-м месте. Так вот, чтобы торговать с Европой, получать энергоносители по сухопутному маршруту, который не подвержен рискам безопасности при транспортировке на море, у Китая остается только одна страна – это Российская Федерация. В случае обострения, а мы видим, что эскалация международной обстановки развивается слишком быстро, значительно, на глазах. Так вот, в случае обострения международной обстановки именно через Россию будет проходить основной транспортный коридор в Европу, на Ближний Восток и так далее. Более того, Россия будет снабжать
Китай нефтью по безопасному сухопутному маршруту, который побоится тронуть любая страна НАТО, и не только НАТО. То есть в этом отношении Китай от России максимально зависим и становится все более и более зависим по мере нашей интеграции, по мере продвижения проекта «Сила Сибирь», по мере строительства наших нефтеперерабатывающих заводов в Китае и так далее. Поэтому очевидно, что Россия не только не является вассалом, не только не является объектом китайской экспансии, не только не является независимым государством от Китая, самым независимым от китайского влияния, но и Китай является зависимым от Российской Федерации. И, конечно, пропагандистам с этим очень сложно спорить, кроме эмоциональных доводов, а у них доводов никаких больше нету, они не оперируют цифрами, а обращаются к демагогии, как тут же на Максим Шевченко, зачастую доходя в своей демагогии до парадоксальных выводов. Если логику Максима Шевченко продолжать, то можно сказать, что и содержание российской армии, флота, ракетных войск, ядерных сил тоже находится в интересах Китайской Народной Республики. Это вовсе не так. Интересы России — это мирное отношение с Китаем, мирное отношение с Европой и максимальная выгода от роста европейско-китайских связей. И, конечно, когда я говорю обо всем этом, я вовсе не говорю о том, что не нужно поддерживать российскую армию, российский флот на Дальнем Востоке. Наоборот, по мере роста роли Восточной Азии, по мере конфликтности в этом регионе, группировка российских войск на Дальнем Востоке должна быть усилена многократно, должна быть построена новая военная инфраструктура. Дальний Восток был, есть и будет крепостью России, форпостом в Азии, и так должно продолжаться до сих пор и должно быть в будущем. На своем YouTube-канале я об этом много говорю, в том числе и о том, что китайские, никакие не корейские, японские инвестиции в Дальнем Востоке России не нужны. Дальний Восток России нужен только России. И инвестировать в развитие Дальнего Востока, как и при Советском Союзе, должно только российское государство, и перестать играть в малоинтересные и неэффективные инвестиционные проекты с китайской стороной, корейской стороной, японской стороной. Дальний Восток России нужен только России. И естественно, что группировка войск должна быть больше, масштабнее флота и всех остальных видов и родов войск должна быть усилена на Дальнем Востоке. Очевидно, что это должно быть так, и эти тезисы о том, что Китай не является врагом России на данном историческом этапе, они не противоречат тому тезису, что группировка российских войск должна быть усилена. Потому что кроме Китая на Дальнем Востоке существует враждебная милитаристская Япония, которая, в отличие от Китая, постоянно предъявляет России претензии территориальные. Почему-то мы на это не обращаем внимания. Разговоров о японской угрозе почему-то нет. Такие, видимо, СМИ не спонсируют такие разговоры, не спонсируют такие кампании. Есть мощная Южная Корея, есть базы Соединенных Штатов, и это реальная угроза Дальнему Востоку. Вот что очевидно. Ну и возвращаясь к политическому вопросу, независимость России от Китая очевидно проявляется в ее действиях в Бирме, Мьянме. Мы без оглядки на Пекин проводим переговоры с военным правительством Мьянмы, хотя у Пекина основные интересы, мощные интересы сосредоточены в этом государстве. Мы спокойно общаемся с Пакистаном, который тесно сотрудничает с Китаем, строим там пакистанский поток. Мы спокойно общаемся с Ираном, приглашаем его в ЕАЭС, ведутся очень тесные переговоры. Везде, в любой точке мира мы проводим независимую политику, мы проводим политику сильного государства, однако с уважением к китайской позиции. И трудно упрекнуть нас в том, что мы хотим уважать интересы сильного соседа, который находится на востоке и занимает большую часть границы сухопутной Российской Федерации в Азии. Тут трудно поспорить, что с этим соседом нужно вести себя достойно, уважительно, но, конечно же, в собственных интересах. Однако, давайте попробуем
встать на сторону государственных украинских пропагандистов и их агентов влияния в Российской Федерации и попробуем порассуждать, вот что произойдет, может ли сейчас Китай ударить, если мы начнем операцию на Западе, и может ли он ударить, если войска Российской Федерации будут защищать мирное население русскоязычное и русских граждан на Донбассе, Луганске, может ли Китай ударить в спину. Начнем с того, что Китай находится просто в кольце, окружен кольцом врагов и американских союзников, которые регулярно угрожают ему, начиная от Восточно-Китайского моря, заканчивая Южно-Китайским морем, которые пытаются угрожать его суверенитету над Гонконгом, фактически поставляют вооружение в Тайвань, ведут переговоры с странами Юго-Восточной Азии. Американские партнеры Китая фактически спонсируют терроризм в Синьцзяне, поддерживают независимость Тибета и фактически создают военный союз с Японией, Индией, Австралией, который направлен только на одну страну — Китай. Чтобы помыслить о том, что Китай в этой ситуации ударит по России с целью захватить тайгу, где проживает, с целью захватить тайгу малонаселенную, с трудноизвлекаемыми ресурсами, чтобы получить удар от союзников Соединенных Штатов, об этом очень трудно действительно помыслить. Ситуация вокруг Китая крайне напряженная. В случае удара многие говорят о том, что Россия не сможет воспользоваться ядерным оружием, но в принципе это и не нужно для того, чтобы уничтожить промышленность Китая. Дело в том, что такой удар, который если нанесет Китай по Барнаулу, Красноярску, Хабаровску, Благовещенску, Владивостоку, он не принесет поражения Российской Федерации, он не затронет большую часть вооруженных сил Российской Федерации. Однако в Российской Федерации даже оставшимися силами будет достаточно легко уничтожить энергетическую базу Китая. Китая основные месторождения нефтяные находятся вблизи границ России, Таримское и Дацинские нефтяные месторождения. Все это находится на расстоянии вытянутой руки. Россия способна их уничтожить, после чего в промышленности Китая начнется коллапс. Коллапс, который будет стоить Китаю очень дорого, а в случае военной операции Китай приобретет только небольшие города на Дальнем Востоке и в Сибири, что ему абсолютно не нужно, невыгодно. Цена, которую заплатит Китай за удар по России, будет несопоставима с выгодами, которые он получит. Китайское руководство не создало бы вторую по величине экономику в мире, глобальную державу, если бы было бы таким же безрассудным, как некоторые наши недалекие эксперты. И есть еще более серьезный аргумент против такой операции. Это то, что почему Китай должен ударить по Хабаровску и Уссурийску сейчас, когда российская армия в разы сильнее, подготовленнее, оснащеннее, с более высоким боевым духом, чем в 90-е, а в 90-е Китай эти города не тронул. И никакого захвата Дальнего Востока не произошло. Ответ на поверхности. Китаю эта территория не нужна. Тем не менее, многие продолжают спекулировать на этой теме, позволяют себе очень такие нерациональные рассуждения о том, что Китай, испытывая максимальное давление Соединенных Штатов, фактически двигаясь к открытой войне с Соединенными Штатами, вот сейчас дожидается, когда Россия нанесет удар по Украине и ударит в тыл. Ну, наверное, так могут рассуждать только украинские аналитики, страна, которая примерно растянулась на 500, 600, 700 километров. Они, наверное, не очень понимают, как устроена Россия, и они понимают, что удар
по Дальнему Востоку, он абсолютно не принесет Китаю никакой победы, а только массу ущерба, как материального, так и внешнеполитического, идеологического, репутационного. При этом активные противники усиления взаимодействия России и Китая, они, вопреки фактам, говорят, что Китай с американцами договаривается за спиной России, то есть вот эти вот конспирологи, которые не видят очевидного противостояния от Гонконга до Синьцзяно-Уйгурского автономного района, они продолжают свои конспирологические теории продвигать в массы о том, что Китай договаривается за спиной России с Соединенными Штатами, и одним из доказательств таких своих безумных идей они приводят то, что официально Россия и Китай не заключают военного союза. Ну, действительно, страны достигли взаимодействия куда большего, чем военный союз. Россия создает противоракетную оборону для Китая, везде поддерживает наши позиции с Китаем сходные в Совете Безопасности ООН. По целому ряду вопросов у нас взаимодействие гораздо более тесное, чем у союзников. Тем не менее, наши страны не заключают официального военного союза. И здесь есть очевидная причина, почему наш союз действительно является гибридным союзом, союзом нового типа, отношений нового типа, без официальной манифестации этого союза. В случае обострения военных отношений Китая с НАТО, с Соединенными Штатами и союзниками в Азии, в случае открытого публичного союза с Россией, конечно, Россия попадет под действие санкций и будет обвинена в такой же совместной агрессии в отношении Тайваня, например, или других территорий в Южно-Китайском море, и поддержка Китая открытой. Зачем нам это нужно? Нам это абсолютно не нужно. Гораздо выгоднее в этой ситуации быть формально нейтральным игроком и поддерживать Китай реально, не попав под удар санкций за чужую драку. Ну, действительно, драка Китая и Соединенных Штатов — это не совсем наша драка, это их внешнеполитическая проблема. А России достаточно иметь мирный Восток, чтобы не воевать на два фронта, избежать избыточного давления, которое в свое время разрушил СССР, привел его к смене идеологии и окончательному развалу. Поэтому страны не заключают официального военного союза, страны создают гибридный союз, когда лидеры двух стран прекрасно понимают и координируют свои действия, созданы такие механизмы, две страны изучают друг друга, взаимодействуют активно, готовят более глубокую интеграцию. При этом военный союз официально не заключается, чтобы Россия могла свободно действовать, в том числе и помогать Китаю, без опасности попасть под дополнительные антикитайские санкции Запада. Это на самом деле, мне кажется, то, что недооценили теоретики международных отношений, а это реально новый тип отношений, гибридное взаимодействие, которое характеризует новую дипломатию 21 века. И мне кажется, что будущее противостояние Китая и США, оно будет длиться не год, не два, оно будет длиться десятилетиями. Власть Цзиньпина, как я много писал в этой книге, крепнет с каждым годом, либеральная системная оппозиция выдавливается. Так вот, это противостояние, которое будет длиться десятилетиями, оно покажет, что вот как раз то, что сейчас является этим гибридным союзом, это наиболее эффективная форма взаимодействия двух стран. Спасибо большое. Ставьте лайки, поддерживайте канал, подписывайтесь на канал, рассказывайте своим друзьям, оставляйте это видео в своих социальных сетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на мой телеграм-канал, и по ссылке можно приобрести мою новую книгу «Китайская власть». Уже заслужила очень много позитивных отзывов, работа фундаментальная. Все, что происходит во внутренней политике Китая, почему она влияет на российско-китайские отношения, как будет в дальнейшем китайская политика развиваться в ближайшие 15 лет, все очень подробно изложено действительно в уникальном фундаментальном труде. Спасибо большое.